Всем привет! Сегодня в несколько ином формате мы поговорим о том, как Ливерпуль остановил свою безвыигрышную серию и как Манчестер вновь меняется, чтобы не выбыть из гонки за еврокубковые места. Начнем. В этот субботний вечер красная часть Ливерпуля наконец-таки праздновала победу. Подопечные Клопа одержали первую победу в премьер-лиге в этом году и сделали это не над кем-нибудь, а над Тоттенхэмом, который, к слову, не знал поражений на протяжении последних 9 туров. Большая четверка вернулась, и дела пошли в гору. Садио Мане совсем недавно лил крокодильи слезы в Африке, а уже вчера, к 22-й минуте, мог оформить покер, но оформил только дубль. Красные с первых секунд задали высочайший темп игры, но шпоры предпочли не уходить от своего стиля высокого прессинга даже в матче с такими быстрыми атакующими хавбеками. Сенегальцу не составило труда выйти 1 на 1 с голкипером при такой высокой линии защиты и нулевой подстраховке. В игре Тоттенхэма сплошь и рядом проскальзывали нотки несобранности, и команда то и дело привозила себе момент. Ливерпуль за 18 минут разделался с гостями, но продолжал создавать момент. Но в этот вечер красные запомнились еще одним необычным эпизодом. Кристиан Эриксон, пробивающий штрафной, увидел перед собой непробиваемую стенку. Дело в том, что Филиппо Каутиньо встал за Хендерсоном и Фермино на одно колено. Нет, он не собирался делать одному из них предложение, а решил таким образом подстраховать стенку, прыгнувшую вверх. Оригинально, хотя лично меня до сих пор удивляет, почему в футболе не применяют фишку из компьютерной фифы, когда во время удара соперника другой игрок переключается на своего защитника и ставит его в противоположный угол от вратаря. Таким образом, удар в сторону фулбека в легкую вытаскивается головой. Ну как-то так, я думаю, фиферы поняли и поставят лось, если тоже так делают. Возвращаясь к реальному футболу, немного напрягает то, что мерсисайдцы не смогли одержать ни одной победы в отсутствии Садио Мане, даже несмотря на поправку прошлогоднего лидера команды Филиппо Каутиньо. В общем, возвращение сенегальца удалось, и теперь Клоп может вернуться в гонку за лиго-чемпионские места. А Моуриньо сделал для себя очередное открытие. Оказывается, играть по схеме 4-3-3 хорошо не против всех команд. Таким образом, сделав Карика слабым звеном, особенно вернулся к схеме, с которой начинал этот сезон – 4-2-3-1, в которой умещается и Хуан Мата, и Мхитарян, и даже Мартиаль. Француз, не имеющий стабильного места в стартовом составе, отличился в матче дважды, заработав гол плюс пас. После такой игры Моуриньо отметил Мартиаля во всех послематчевых интервью, говоря, что ему нужен именно тот Мартиаль, который усердно тренируется на протяжении последних 2 недель. Но то, что это была уверенная победа, навряд ли можно сказать. Потому как шмели имели достаточно моментов, и если бы неплохой интернет в Мадриде, то не представляю, кто бы еще тащил такие мячи в Манчестере. По глубине состава касательно центра поля у МЮ, наверное, нет равных. Потому неудивительно, что такие игроки, как Мартиаль, Редшфорд или Лингард, не играют каждый уикенд. Их попросту негде уместить. Хотя Редшфорд скорее не попадает из-за того, что особенно и упрямо не хочет смотреть в будущее и не меняет Ибрагимовича даже на концовке матча. Отказ от предыдущей схемы в пользу более атакующей игры был бы провальным, но в составе особенного, что не испанец, то гений. Андер на одного сделал 7 отборов и 2 перехвата, закрыв с собой, по сути, весь центр поля. Почему испанец сидел на лавке все прошлые сезоны, мы уже не узнаем никогда. Но упущенная летом покупка Канте дала возможность испанцу делать по 3 отбора и 3 перехвата в среднем за матч. Теперь манкам в четверг предстоит на Олд Траффорд играть в Лиге Европы против Сент-Этьена. И как обещает Златан, они будут бороться за этот кубок несмотря ни на что. Возможно, особенный все еще держит в голове вероятность того, что манкам не удастся попасть в четверку в собственном чемпионате. Ах, а как были прекрасны речи прошлого лета о борьбе за чемпионство в будущем году. И это еще раз доказывает выражение: меньше слов, больше дела. На сегодня это все, что я хотел рассказать вам о 2 интересных встречах 25-го тура АПЛ. Не забывайте подписываться, а если уже подписаны, делитесь с друзьями этим видео. Также вы можете посмотреть на моем канале видео о дебютных матчах Габриэля Жезуса или можете насладиться статистикой лучших футболистов АПЛ. С вами, как всегда, был Савенский, наслаждайтесь футболом и до новых встреч!